Здравствуйте, друзья! Российская фигуристка и серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова не планирует выступать на Кубке Первого канала, который пройдет в Саранске с 24 по 27 марта. Сначала об этом написали в фан-группе Трусовой в Инстаграме. Трутимовцы, сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам еще раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном кубке. Позже ТАСС подтвердили эту информацию, ссылаясь на источник в Хрустальном. Кубок Первого канала – ежегодный турнир, где сильнейшие фигуристы страны разбиваются на две команды и соревнуются между собой. Также в рамках спортивного события пройдет прыжковый турнир, в котором девушки будут соревноваться в прыжках с мужчинами. У Кубка Первого канала хватает как сторонников, так и недоброжелателей. Многие считают, что сейчас не лучшее время для развлекательных шоу. Однако лично я придерживаюсь несколько иного мнения. Пока российских спортсменов выгоняют со всех международных турниров, пока во всем мире русских людей приравнивают ко вселенскому злу, нельзя поддаваться унынию. Что бы ни происходило вокруг нашей страны, жизнь продолжается. Думаю, сейчас именно то самое время, когда необходимо объединиться и принять тот факт, что мы будем жить в новом мире. Именно жить, а не существовать, ощущая себя вечно в чем-то виноватыми и неполноценными. И Кубок Первого канала сейчас то самое мероприятие, которое нужно не только фигуристам, которых ИСУ отстранили от чемпионата мира, происходящего в эти же даты во Франции, но и простым болельщикам. Если информация об отказе Трусовой от участия на турнире подтвердится, то Кубок Первого канала потеряет одну из главных своих звезд, особенно после 5 четверных в исполнении Александры на Олимпиаде. О причинах такого решения можно только догадываться. Вполне допускаю, что фигуристка все еще эмоционально не восстановилась после серебряной олимпийской медали. Тем не менее, даже без Александры Трусовой Кубок Первого канала обещает быть куда более интересным событием, нежели чемпионат мира.